Привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Надеюсь, когда-нибудь я оформлю себе фон нормальный дома и перестану снимать из машины, но не сегодня. А что сегодня? Сегодня я бы хотела вам рассказать о своем скате, спуске Zipline Dubai. Поделиться своими эмоциями. В конце я расскажу, сколько это стоило и стоило ли это того. Поэтому смотрите это видео до конца. Как это происходило? Сначала я приехала в торговый центр, где офис вот этой Zipline Dubai. Название я сейчас напишу. Там собралась группа примерно из 7-8 человек. Мужчины, женщины, не дети, только мужчины и женщины, детей там не было. Нас взвесили, и, по-моему, кто весил более 90 либо 100 килограмм, уже не пропускали. Мне повезло, я весила меньше. Провели инструктаж со всей группой про то, что можно взять с собой, что нельзя взять с собой, что нельзя взять с собой, чтобы мы оставили здесь, либо своим сопровождающим. Разрешили взять с собой телефон, солнечные очки. Солнечные очки, можно было их снять и оставить, а можно было, как сделала это я, нам выдали специальные резиночки, которые зацеплялись за дужки и тем самым укрепляли их на голове, чтобы они во время полета не спали. Взвешивание, инструктаж, подписка о принятии рисков. На этом моменте я захотела слиться, потому что я такая: что? Вы что, не гарантируете мне безопасность? В общем, я на панике думала уже оттуда уходить, но не ушла. Все, после этого мы пошли всей группой, еще на тот момент со всеми сопровождающими, с теми, с кем мы пришли туда. Шли по этому торговому центру, вверх-вниз, я уже не помню. В общем, пошли по нему. Сам офис находится на парковке. Что-нибудь еще можно добавить про этот офис? Вы там платите, взвешиваетесь, подписываете документ о рисках, заполняете анкету, и по сути все. Инструктаж, да, естественно. Потом вы все вместе идете по торговому центру, в который вы приехали, уже по самому нему. Примерно на полпути просят всех сопровождающих отцепиться от группы на месте туда, куда мы как раз приедем после вот этого веселья всего. И в этот момент только группа идет до автобуса. Нас посадили в маршрутку, и мы поехали до другого здания. В автобусе нам включили какое-то видео про этот зиплайн, но это уже не важно. Далее мы приехали на место, первый этаж того небоскреба, с которого как раз есть спуск. Мы поднялись на какой это был этаж, чтобы не соврать. Не могу вспомнить. Сори. В общем, мы поднялись на верхний этаж, и в тот момент ко мне навстречу шла девушка на панике. Она ушла оттуда. Она решила этого не делать. Как я сразу же узнала, если все, кто так сделал, деньги не возвращаются, то есть вы там платите энную сумму денег, которую я позже назову, за маршрутку и подъем на лифте. Поэтому, если сливаться, то сливаться на анкете, где я хотела сделать это впервые. Она прям даже не то, что была на панике, она была белой. Будто бы увидела, не знаю, инопланетянина, призрака. Идет, но ни лица нет. Я такая: ладно, сейчас посмотрим. Идем мы со своей группой, такие на веселе. Там я смотрю на вид. Сейчас я прикреплю фото. И понимаю эту девушку, которая только что развернулась и ушла. Я просто посмотрела и такая: видимо, я этого не сделаю. Это выглядит очень устрашающе. Это выглядит как нечто нереальное. То есть я не понимаю, как люди вообще на это решаются. Но так как я экономный человек, я решила подождать, подышать, посмотреть, привыкнуть к этому месту, немножечко выдохнуть, в общем. Когда мы поднялись на этом балкончике, на нас начали одевать экипировку. То есть там такой, тоже сейчас на видео вам покажу, вот это. Одели на нас эту экипировку, сказали, ничего нельзя фотографировать. Вот это фото, которое я показала, эту часть можно было фотографировать, а часть, где уже идут съемки видео, которые я вам только что показала, и сам спуск, эту часть нельзя было снимать. И на этом балкончике, собственно, готовились к спуску. Мы встали в очередь,
точнее, нас поставили в очередь. То есть там очень это все организовано, и каждый работник за что-то отвечает. Кто-то экипировка, кто-то проверяет, кто-то снимает видео, кто-то там уже, по-моему, двое, уже остальную экипировку, крепление. Стою я в этой очереди и думаю, мне сейчас слиться или чуть-чуть подождать? Также по очереди нас записывали на видео, вот это мини-интервью. Здравствуйте. What's your name? Меня зовут Надя. Готова? Почти. Let's go. Кто пришел парами, их записывали в паре. И какие-то задавали вопросы, типа как дела, говорите на своем языке, поэтому я там говорю приветствую на русском. Проходит там 10-20 минут, и подходит моя очередь. Меня уже полностью экипировали. Кстати, да, телефон, который вы брали с собой, естественно, вы не можете его оставить в руках. Под первоначальной экипировкой была специальная сумочка для мелких вещей. Я туда положила телефон и сережку, потому что она у меня без крепления, вот здесь вот в трагусе, сейчас ее здесь нет, и чтобы она не выпала от ветра, потому что иногда она выпадает. И я испугалась, думаю, во-первых, она не дорога моему сердцу, а во-вторых, зачем я буду засорять Дубай. И я ее вынула и тоже аккуратненько туда положила. В общем, стою я, очередь подходит. В общей сложности на этом балкончике я провела, наверное, минут 15. Скорее всего, не больше. Ощущались они немного дольше, потому что все равно такое ожидание, и, по сути, оно самое страшное во всем этом. То есть, если вы панически боитесь высоты, я боюсь высоты, но я боюсь высоты, которая небезопасности. То есть, я не боюсь не самой высоты, не факта высоты, а небезопасности на этой высоте. Если я понимаю, что я стою просто на балконе, допустим, и я держусь, да, я смотрю, и голова мне не кружится, все хорошо. Вот. Если у вас кружится, то, скорее всего, вам туда не стоит ехать. Наверное, вы уже понимаете это. И скорее всего, и не хотели туда ехать. Но если, в принципе, вам страшно, я бы советовала просто подышать. Вот как сделала это я. Я взяла время, я встала последнюю в очередь. Я встала последняя в очередь, чтобы дать себе время. Потому что те, кто в моей группе пришли со мной и стали первыми, они вот буквально сразу же экипировка, видео, и сразу же пошли. То есть они провели там, наверное, минут 5 максимум. То я провела минут 15, если не больше. Ну и на моменте интервью я уже знала, что я никуда не сливаюсь. То есть я как-то подумала. Я стою и смотрю, как люди там прыгают, как орут первых там. Кто-то не первых в 3 секунды, кто-то весь путь орет. И я понимаю, что, по сути, от меня здесь ничего не зависит. Этот зиплайн существует уже очень много времени. Сколько тысяч людей уже это сделали. С ними все было хорошо. То есть, по сути, если я просто сделаю все, как мне скажут, ничего не произойдет. Всегда есть риски, я понимаю. Но я просто поняла, что буду следовать тому, что мне скажут. Постараюсь не паниковать, дышать и прокручивать в голове. Это безопасно, это безопасно, это безопасно. Моя очередь подошла. То есть я уже сказала, да, кучу раз. Вы заходите на этот балкон, паникуете, на вас одевают экипировку, вы проходите дальше, чуть-чуть стоите в очереди, вам записывают видео для конечного фильма, который, кстати, входит в стоимость. Все, вы еще чуть-чуть стоите в очередь, заходите уже в саму спусковую зону, и вас крепят, и все. Спрашивают, готов? Are you ready? Вы говорите «да», но может быть, если вы ответите «нет», они остановятся. Я не проверяла, я сказала «да». И вы уже летите. Да, кстати, сначала нужно лететь вот так, и когда ты пролетаешь вот это здание, там потому что получается балкон, и немножечко этого здания еще находится рядышком с тобой, и можно раскрывать руки только после того, как прилетел вот это здание. Блин, я большую часть времени не смотрю в камеру, мне так проще сконцентрироваться на том, что я хочу сказать. Вот. Я постараюсь над этим поработать вместе, как в будущем поработаю над новым фоном, уже в домашних условиях. И по сути, там от тебя ничего не зависит. Просто нужно выполнять рекомендации. Открывайте руки только после того, как вы
пролетите это здание. По сути, это наступает через 2 секунды. Там еще сказали, держите прямо ноги. Крепление, да, и какая-то резичка, она натягивается на ноги. И говорит, держите прямо ноги, когда будете лететь, не сгибайтесь. Если честно, мне кажется, я использовала некий лайфхак, пребывая в очках солнечных. Где они? Меня, кстати, заценили, я в той же рубашке, что и в тот момент. В шортах тоже, но их не видно. Вот. Я использовала лайфхак очки. Мой мозг, так как он видел все через стекло, он думал, что это все неправда. Он думал, что я не настолько глупа, чтобы спрыгнуть с небоскреба. Поэтому все это VR-очки, какой-то фильм. Вот, поэтому во время прыжка я вообще не ощущала страха. Был страх, когда я висела, когда одели все крепления. Ты сначала лежишь на таком мате, как подъемчике, потом он отъезжает, и ты уже ощущаешь свой вес, что ты висишь. В тот момент было страшно. То есть, когда меня спросили, ты готова? Я сказала да. Мне хотелось просто закрыть глаза. Я чуть-чуть перезакрыла, и потом думаю, а зачем я тут вообще тогда нахожусь, если я ничего не посмотрю? В общем, сразу я их открыла, и мне говорят, 3, 2, 1, поехали. И мы поехали, небольшой как толчок, и ты уже едешь ровно. И вот на этом толчке, все равно был какой-то выплеск адреналина в кровь, а все остальное время я как-то уже ощутила полет, и все. То есть было страшно, только когда я поднялась на лифте и увидела этот вид, насколько это высоко. Когда я стояла в очереди, и все, и вот эти 3 секунды. То есть, по сути, сам полет — это кайф. Мне очень понравилось, если честно. Весь полет я наслаждалась. Я просто наслаждалась этим полетом, смотрела в окна, смотрела там бассейны, смотрела, махала кому-то там. Я увидела какого-то человека, я не думаю, что он на меня смотрел в этот момент, но я ему помахала и летела. Нет свободного полета, то есть ты всегда ощущаешь свой вес. И ощущаешь вот эти крепления, и все классно. И после того, как ты приезжаешь вниз, получается, ты приезжаешь в то место, откуда ты приехал. То есть откуда я приехала как раз на этой маршрутке, где ожидали мои сопровождающие. И все, я приехала и такая, я стала как-то гордиться, что я не испугалась и не слилась, осталась и сделала это. Вау, это стоило того. А сейчас я покажу, сколько это стоило. Пам-пам. Цена на январь 2024 года. Однозначно стоило того. Что еще? Видео скинули на почту. Я кучу раз подписала, напишите эту почту. Напишите ее еще раз, напишите запасную почту, чтобы точно тебе дошло это видео, и оно было у тебя. Даже когда я уже приехала и меня отцепили, еще раз попросили подтвердить, правильная ли почта, и сказали, что в течение нескольких дней пришлют видео. Прислали, по-моему, даже сразу на следующий день, если я правильно помню. Я помню, когда его показала друзьям, первый вопрос был, а что ты не орешь? Мне кажется, он наоборот разгоняет панику. И если бы я начала орать в полете, мне бы стало страшно. А мне не было страшно. Зачем мне было орать? В общем, я однозначно советую. Если вдруг вы нашли это видео, будучи сомневающимся, стоит ли вам это делать, то однозначно я бы рекомендовала. Это стоит того. Интересно, это красиво. Можно потом похвастаться перед друзьями классное видео. Yep. Okay, 3, 2, 1, go. Конечно, если вы там уже прыгали с парашютом, вас это не впечатлит. Я, так как у меня нет подобного опыта,
ладно, в таких масштабах. То есть у меня были зиплайны поменьше. И там высота не такая большая. Нужно, кстати, сказать, здесь 170 метров. А там, кстати, было написано, да, 80 километров в час. Ты разгоняешься, получается. Да, вот. И если, так же, как и я, у вас нет большого опыта в прыжках, с парашюта, с тарзанки, знаете, где свободный полет, то, по крайней мере, я ощутила преодоление каких-то своих возможностей, что тоже дорогого стоит. В общем, спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы об этом думаете. Хотели бы вы тоже спрыгнуть, скатиться с зиплайн Дубай, либо вы скатывались с каких-то других зиплайнов в других местах, выше, ниже, неважно. Вот. Тоже будет интересно почитать, что вы при этом чувствовали. И задавайте вопросы, если у вас они есть. Если вы вдруг готовитесь тоже к этому прыжку, и я что-то не рассказала, а вы бы хотели это узнать, тоже пишите, я обязательно вам отвечу. Спасибо большое. Было приятно сейчас погрузиться в воспоминания. Это было, получается, уже 2 месяца назад. И я пересмотрела видео, как-то воспроизвела свои эмоции тогдашние. И еще раз вспомнила, какая я молодец, что решилась. Вот, спасибо большое. До скорых встреч. Hi. Hi. That's in bed. Оп.